Салют, рыбаки! Раз Majestic еще не закрылся, то я поздравляю вас с долгожданным обзором AutoFishBot версии 2.0. Поэтому, без лишних слов, приступаем к установке. Переходим на наш любимый GitHub и жмем на кнопку «Установить». Здесь собрана вся самая актуальная и регулярно обновляемая информация. Для экономии времени я только частично ее озвучу в видео, поэтому перед использованием рекомендую хотя бы тезисно с ней ознакомиться. Помимо этого, благодарю всех за ваш интерес к моей разработке. Мы занимаем первое место в поиске и насчитываем более 1800 пользователей. Поэтому было принято решение создать телеграм-чат, чтобы помимо приложения на новый уровень выходила и коммуникация между нами. Будем общаться, помогать решать проблемы и кооперироваться на сервере для властвования на топом Forbes. Жду всех там, а мы переходим к приложению. Запускаем скачанный файл. Система Windows защитила ваш компьютер? Бывает и такое. Жмем подробнее и выполнить в любом случае. А также разрешаем этому приложению вносить изменения. Вирусов нет, Windows в принципе не любит стороннее ПО. Нас встречает формальность об бета-тесте. Такое сейчас можно увидеть в каждой игре, поэтому пропускаем. Но перед открытием самой программы хочу рассказать вам, что во время разработки второй версии ко мне присоединился мистер KitKat, и за весь этот прекрасный дизайн можете благодарить его. Жмем продолжить и ждем проверки на обновление. При выходе апдейта бот будет обновляться автоматически, поэтому от вас не потребуется никаких лишних действий. Перед нами открывается похорошевшее окно с обновленным ключом. Кликаем на кнопку «Скопировать» и активацию в ТГ. Теперь у нас есть бот для активации другого бота. Вот он, новый уровень. Стартуем бота, переходим в менеджер ключей и выбираем слот. Вставляем скопированный ключ и даем ему любое название. Нажимаем «Сохранить». Ключ сохранен, поэтому переходим обратно в приложение. Активация прошла успешно. Теперь при запуске после обновления вас будет встречать окно со списком изменений. Кстати говоря, отличный обзор, рекомендую посмотреть. И наконец-то главное меню. Начнем с настроек. Теперь есть выбор разрешения, и по вашим запросам я буду его расширять. Выбираем удобное для себя. Из первой версии остались индикаторы работы и таймер выключения компьютера. Я рекомендую в оповещениях выбирать сразу оба. А также, по вашим запросам, была добавлена кнопка удаления следов использования, но на это мы посмотрим чуть позже. Переходим к основным вкладкам. Назначаем клавишу старта паузы, активируем галочки. Их значение вы можете почитать сами, наведя на вопросик рядом. Сохраняем изменения и переходим в GTA. В настройках в разделе «Графика» тип экрана должен стоять оконный без рамки. Разрешение, как и в боте, а формат автоматически. Также на некоторых крючках чат и горячие клавиши могут мешать. Поэтому при каких-то неполадках в работе рекомендую их сразу скрывать. Все настроили, теперь мы виртуознее Посейдона рыбачим. Рыбу половили, но как можно жить без фруктов? Ctrl-Shift-1, открываем раздел с фермой, назначаем клавишу, сохраняем и в игре ее прожимаем. Дальше нам нужно только бегать, остальное делает бот. Показываю, как работают профессионалы. Первое лицо, включенный бот. Поехали! Вы мне скажете, что собирать их вручную, конечно, прикольно, но так долго. И я соглашусь, что срубать было бы быстрее и веселее. Поэтому бот, лесоруб, клавиша. Теперь мы решаем, есть тут лес или нет.
На этом обзор заканчивается. Спасибо за просмотр. Все ссылки ждут вас в закрепленном комментарии. Я вас жду в ТГ-чате. Свои отзывы оставляйте прямо здесь же в комментариях. Не прощаюсь, удачного фарма.